Здравствуйте, это Михаил Лобковский, взрослым о взрослых. Друзья мои, тема сегодня очень интересная. Тема про детские страхи. Я вам такой пример приведу. Есть у меня дочь любимая, Даша. Она всегда в детстве боялась бабочек и мотыльков. Ну, такой прямо вот, как сказать, ну, такой страх прямо. Вот фобия целая. Вот. И она выросла, стала большой девочкой и пошла служить в армию. И даже, ну так, воевать не воевать, но в боевых частях служила. И вдруг ночью лежат они в палатке, раздается страшный крик, все вскакивают бойцы и слышат, как моя дочь орет: уберите этого мотылька, я не могу здесь спать, и вылетает на улицу и говорит: я сюда не вернусь. Называется липидоптерофобия, оказывается, боязнь бабочек. Да. Это распространенная фобия. И ей уже было почти 20 лет. И она по-прежнему его боялась. При этом, когда, например, там бомбили, она не боялась. Когда ночью выкидывали в газу с радаром, тоже не боялась. А вот когда мотылек прилетел над головой, не просто боялась, а вообще боялась зайти обратно в палатку, пока они не убьют остальные бойцы этого мотылька. А сейчас дочери уже 30 лет. И иногда мы так разговариваем. Она, например, может сказать: пап, ты знаешь, я тут бабочку видела, нормально подошла к ней, нормально, говорит, что потрогала. Ну, не так прямо, что потрогала, но посмотрела хотя бы на нее. Это я говорю к тому, что детские страхи иногда преследуют нас всю жизнь и отравляют нам эту жизнь. Потому что страх — это очень неприятные эмоции. Кстати, в отличие от Фрейда, я считаю, что страх более сильные эмоции, чем, например, секс, как думал Фрейд. То есть страх вообще убивает все живое. И люди, которые испытывают страхи по многим, не только по поводу мотыльков, бабочек, а страх одиночества, страх нищеты, страх болезни, страх смерти. Вы что думаете, вас это в 50 лет накрыло? Да нет, конечно. Первый раз эти страхи вы испытали, будучи очень маленькими детьми. Когда вы остались без мамы, у вас был страх быть брошенным. Когда какая-то тревожная история была со здоровьем, вам, может быть, вообще 3 года было, и это поселило в вас страх болезни. А страхи смерти детей обычно накрывают около 10 лет. Помните эти истории про черную Марию Руку? Помните? Со школы еще. В моей школе был черный гробик. Гробик, святое дело, куда же без гробиков, конечно. Это все история о том, что дети вдруг понимают, что родители смертные, что родители умрут. А потом они переносят этот страх на себя, что и они тоже умрут. Но хорошо, когда тебе 10 лет, это проходит. А когда тебе 40 лет, и ты всеми этого боишься, это уже не смешно. Аэрофобия, страхи высоты, страхи всего угодно. Что такое страх? Помимо того, что он заставляет страдать, он еще очень сужает качество жизни. То есть вы не можете делать какие-то вещи из-за страха. Вам не доступны какие-то переживания, какие-то приключения, потому что вы этого боитесь и так далее. Короче, вот так. Об этом мы сегодня будем говорить. Делитесь своими страхами. Рассказывайте о том, что из детства к вам пришло сегодня, из-за чего вы страдаете, переживаете. Да, слушательница пишет: я думала, что я одна боюсь бабочек в 30 лет. Спасибо, ура, я не одна, и я не Михайловна. Даша, надеюсь, ты слышишь нас. Видишь, ты тоже не одна. Есть еще фанаты боязни бабочек. Ну, Даша — это как раз Михайловна, да. Даша у нас Михайловна, да. Добрый вечер. Может, я в этом виноват. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Чего вы боитесь? Вы знаете, я не могу сказать... Я бы не так сказал. Чего вы боитесь, почему вы не представляетесь? Меня зовут Евгения, я из Москвы. Вот, Евгения, молодец. Уже ничего не боится, Евгения. Так. Я не могу сказать, что я этого прям боюсь. Скорее, как-то подсознательно избегаю. А у меня проблемы с сексом. Страх перед сексом и что-то с сексом связаны, какие-то страхи? Ну, я работаю с психологом в этом направлении. И врач подозревает какую-то детскую травму. Ну, я уже, знаете, перерыла все свои воспоминания. Дорогая Женя, ну так, с учетом, что не 12 ночи, а 8 вечера, 99% детей точно не спят. Что за проблема у вас? Давайте хотя бы поймем, о чем мы говорим.
Вы знаете, у меня вот последнюю неделю всплывает какая-то картинка такая в голове, но я не знаю, точно ли это я, точно ли я ее видела, или это какая-то, знаете, совсем подсознательная какая-то вещь, но я вижу маленькую девочку, а рядом с ней совсем не маленького мужчину. И я не могу понять. Вы себя позиционируете как ребенком? Нет, вот в вашей реальной сексуальной жизни сейчас происходят какие-то проблемы, которые, не дают вам возможность вообще заниматься сексом, например? Нет, проблем не происходит, просто секс сведен к какому-то минимуму, совершенно минимуму. Вы его избегаете, вам он неприятен. Вот это причина? Да. Понятно. И вы это грешите на то, что раз у вас такая картинка, то, скорее всего, вы подвергались насилию в детстве, и из-за этого сейчас проблемы. Вы так считаете? Да, сейчас начинаю думать, что я не допускаю, я не знаю, было ли насилие, то есть я не могу понять, то ли мой мозг это так глубоко спрятал, то ли это какая-то, знаете, какое-то оправдание того, что ничего не происходит, чтобы придумать. Но вы тоже поймите, наверное, потому что Женечка, дорогая, вы тоже поймите, что просто так испытывать к сексу неприятие человек не может, правда? Значит, должна быть хоть какая-то причина, почему у него это связано с какой-то трудностью, с проблемами, с напряжением и так далее. Я вам, во-первых, желаю, чтобы вы с вашим психологом докопались до истины и эту проблему разрешили, чтобы больше ничто не отравляло вашу жизнь, сексуальную в частности, и вы эту проблему благополучно, так сказать, оставили позади. Наталья Владимировна пишет, совершенно согласна, страх – это самое страшное. С праздником вас, Михаил, побольше клиентов, с одной стороны, хорошо, с другой, ваша цель сделать так, чтобы здоровых людей было бы больше. Да. А родители неплохо зарабатывали, потом ряд неприятностей с бизнесом, потери карьеры отца и алкоголизм. Уровень доходов сильно упал, зарабатываю сейчас хорошо, но боюсь нищеты, как справляться? Андрей, у нас здесь радиопередача, а не консультация, поэтому буду краток. Первое. Представьте себе самый тяжелый сценарий, что будет, когда у вас ничего не будет. Ни бизнеса, деньги все закончатся. При этом вам надо будет, я не знаю, платить за квартиру, еще за что-то. Вот когда вы точно до рубля и до минуты времени будете понимать, что вы будете делать в этой ситуации, то вас отпустят. Хотя бы по поводу нищеты. Мари, рассказываю жалостливую историю из своей юности. Отключили в городе Иерусалиме телефон за неуплату. Я не всегда был обеспеченным парнем. Денег не было вообще. А телефон отключают в 2 этапа. Сначала тебе автоответчик говорит: сволочь, заплати за телефон. А то даже, то есть ты-то уже не можешь звонить. Я думала, там говорят, почетный гражданин Израиля. Да, есть. Зайдите в сберкассу. Наконец. Снимите там с книжки. Гаденыш, оплати уже, потому что дальше самая торжественная часть, приходит человек и физически вырывает провода из будки на улице. И с этого момента ты должен заплатить кучу денег, чтобы тебе просто уже дали новый номер. То есть телефона как будто никогда не было. И вот я дошел до 2-й стадии. То есть сначала меня предупреждали где-то месяц, а денег от этого мне не прибавлялось. И тогда они просто вынули провода. Я тогда был женат, это существенная деталь, потому что, Израиль страна маленькая, мне сказали, есть у нас девчонка одна, работает в телефонной компании, тогда была только одна телефонная компания на всю страну, это было 30 лет назад. Она называлась Безик. Ты поужинай с ней, и она тебе все сделает. Я прихожу домой и говорю жене: слушай, я-то мне вообще пофигу. Сказали, говорит, поужинай с ней, и телефон вернут. Жена взяла меня за грудки, посмотрела в глаза, сказала: пойди поужинай. Я тогда ее боялся. Я поужинал, ничего не было. И телефон не включили. Да если бы включили, я дал какую-то символическую сумму. Вот. Но я хочу сказать, что никогда, не имея денег... Да, еще была попытка отключить свет и газ. Потому что деньги все время кончались. Никогда меня это не напрягало. Никогда не я испытывал страха нищеты. У меня и долги были огромные. Например, в моем понимании, по $100 тысяч, по 200 и больше. Я рассуждал, как-нибудь я отдам. Я отдал. Поэтому, друзья мои, не так страшен черт, как его малютка.
Любопытная история. Похоже, страх нищеты у многих слушателей. Здравствуйте, меня зовут Алена. Как только вы назвали страх нищеты, у меня вообще внутри все ёкнуло. Кошелек просто. выпал из кармана. Вообще просто, да. До ужаса пугают беспомощные старики, неухоженные беззубые женщины. Вопрос мой. Механизм формирования этого страха. Есть ли какой-либо? Ну, вообще, конечно, я предполагаю, что там родители очень сильно постарались. Вышеупомянутая моя дочь всегда спрашивала меня в детстве: папа, мы бедные или богатые? Потому что периодически деньги вообще напрочь заканчивались. И мы шли на рынок и покупали, тут нельзя это слово говорить, хорошо, попы от индейки. Они стоили 4 шекеля килограмм, и ели их. Потому что на мясо индейки уже не было денег. А потом вдруг как-то папа деньги зарабатывал. Да, вы говорили, что мы духовно богатые, но душевно больные. Вот, да, золотые слова, да. Вот, поэтому родители, они формируют чувство тревоги у детей, когда они сами из-за этого переживают. Ребенок не может просто так бояться нищеты. И огромная проблема у перфекционистов, Мария. Они настолько не привыкли проигрывать, что у них страх нищеты имеет немножко другое происхождение. Они вообще себе плохо представляют, когда что-то у них не получается и жизнь их рушится. А отсюда, кстати, странная для русского и советского человека история о повесившихся миллиардеров США, например. Ну, подумаешь, господи. У нас народ то заработает деньги, то отдаст, то заработает, то отдаст. За это никто даже не пытается застрелиться. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Кирилл, я из Москвы. И в детстве, как и все ребята в моем возрасте, баловались петардами и взрывали их на улице. Однажды мне рванула петарда в руках. С тех пор я боюсь взрывов разных проявлений. И будучи работая по специальности ветврач, это, наверное, к предыдущей теме больше относится, однажды мне рассказали мои коллеги, что один мой коллега ветврач, также открывая вентиль для создания обеспечения ингаляционного наркоза, он открывал его чуть-чуть и убегал. Открывал и убегал. Потому что боялся, что он рванет. Так. И я его прекрасно понимал. Всем было смешно, мне было не смешно, потому что я его понимал. И у меня тоже есть такая фобия, и когда я накачиваю колесо, и я начинаю рисовать себе там красочные картинки, как оно вдруг лопается, мне отрывает какую-нибудь, дай бог, конечность. От колеса лопнувшего? Дай бог гематома. Вот представляете, как оно бывает. Нет, спасибо за звонок, я, конечно, все это представляю. Я хочу сказать сразу нашим слушателям, люди работают с фобиями по-разному. Ходят к психологу. Когда фобия носит такой клинический характер, да, всякие гипервентиляции легких там, ходит к психиатру. Психиатр прописывает противотревожные препараты. Есть такая серия препаратов, которые, так сказать, противофобийные. У меня методика своя. Ну, те, кто давно слушает программу, наверное, знает. Я пытаюсь изменить психику, вот эти нейронные связи, для того, чтобы вообще убрать вот эти вот невротические проявления с самого начала. Как будто вы второй раз родились, и никакая петарда в ваших руках никогда не взрывалась. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Василий. У меня такой вопрос. У меня с детства были такие сложные отношения с родителями, и меня все время как бы осуждали. Отсюда с детства у меня теперь есть этот страх осуждения или там не получения признания, что какого-то, в таком ключе. И сейчас мне почти 30 лет, понимаю, что я постоянно цепляюсь за людей, которые каким-то образом дают мне эту поддержку, признание, и вступаю с ними, получается, в зависимые отношения. И там позволяю себе с собой делать все, что угодно, лишь бы получить вот это признание из-за того, что боюсь от общества, от своих знакомых, получить какое-то осуждение своих поступков. Еще вопрос, Василий. Как с этим бороться? Давайте скажем самые простые вещи. Старайтесь никогда ни у кого не спрашивать о себе ничего. Ни как вы выглядите, неправильно или неправильно вы поступили. Не спрашивайте совета. А вы работаете? Да. А чем вы занимаетесь? Правоохранительной деятельностью. Вы должны делать какие-то бумаги, писать, документы отдавать. Никогда не переспрашивайте, хорошо сделал, плохо сделал. Если вам делают комплименты,
можете сказать спасибо, я знаю. Типа, да, я крутой. Не надо сразу начать смотреть человеку в рот и валяться у него в ногах. То есть избавьте себя от мнения окружающих. Это первое. Второе. Есть вещи, которые вы делать хотели бы, но вам неудобно перед людьми. Например? Ну, например, даже не знаю, отказывать людям. Вот, то есть... Вот. Упражняйтесь. Говорите людям «нет». Зная заранее, что, скорее всего, они вас за это не полюбят. Хотя, если вы скажете «да», вас за это тоже не полюбят. Вы знаете об этом? Люди не любят тех, которые пытаются им понравиться. Они к ним тоже плохо относятся. Но, которые не пытаются понравиться, они хотя бы хоть как-то уважают. А то могут еще и полюбить. А если вы все время пытаетесь быть хорошим, за это точно не любят. То есть вы сегодня получите то, что вы хотите. Вы понимаете это, да? Да. То есть вам надо научиться говорить «нет». И делать такие вещи, которые вам, например, вы бы не стали делать, я не знаю. Вот вы едете в метро. Вы едете иногда в метро? Да, езжу. И вот вы сидите, а перед вами стоит бабушка. И вы не хотите ей уступать место. Не хотите. Может, у вас ноги нет, может, вы же едете со 7 остановок, еще 15 впереди. Может быть, вы 2 суток работали, у вас сил нет и так далее. Может, вообще беременная. Но вам неудобно, потому что на вас смотрит весь вагон. И вы начинаете вставать не потому, что вы такой вежливый и воспитанный, а потому что вы не можете перенести осуждение всех, начиная с бабушки. Почему бабушка? А потому что бабушка ведь может попросить вас встать, правда? Да. И вы ей можете уступить. Она вас не просит об этом. Вы встаете, потому что вы хотите быть хорошим, правильно? Да. Посидите, исходите из того, что если она захочет, она вас попросит, вы ей, конечно же, уступите. Переживите вот эту ненависть людей, которые на вас смотрят. Понимаете, да? Угу. Это вам поможет. Спасибо. На здоровье. Спасибо. Добрый вечер, Мария и Михаил. Читаю я Марину из города Орел. Меня и сестру вырастили в страхе перед людьми. В школе я была необщительна, боялась и не знала, как вступить в беседу. Во взрослой жизни это стало большой проблемой. Боялась людей, разговоров по телефону. Только годам к 40 стала справляться с этим страхом, но в подсознании он остался. Как полностью избавиться от этого страха? Вы, если вам сложно вступать в беседу, я не знаю, выучите хотя бы первые 2-3 предложения про себя. Здрасте, меня зовут Марина, то-то, то-то, то-то. Хочу сказать так. И тогда вы постепенно начнете общаться. И самое главное, надо общаться. Как сказал Шекспир, мысль делает нас трусами. Он имел в виду, что надо делать действия, поступки, а не размышлять о том, как мне это трудно, как я это должен преодолеть. Просто подойдите и начните разговаривать. Вот и все. Что вы боитесь? Что вы не понравитесь, что будет неинтересно с вами? Пусть будет так, но вы это должны сделать. Потому что вы будете интересны настолько, насколько вы интересны сами себе. Добрый вечер. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Неужели дозвонился? Меня Фарид зовут, я из Москвы, и мне 28 лет. Вот. И я уже сейчас во вторых отношениях, точнее, вторые закончились. И меня все время беспокоил один вопрос, как я понял сейчас, что я боюсь, очень сильно боюсь измены, как бы банально это, может быть, не звучало, и как бы там популярно эта проблема не звучала, но я все равно очень сильно боюсь измены. И, знаете, даже сейчас вот вторые отношения закончились, но я все равно боюсь вот этой вот измены. Понимаю, что уже все, но... Фарид, а вам изменяли уже? Вы знаете, просто изменял я. Может быть, конечно, это причина, я не знаю. А в чем ваш вопрос? Я просто хотел бы перестать бояться, чтобы эта проблема больше меня не преследовала в следующих отношениях. В чем вопрос? Не знаю, как просто перестать бояться. Как перестать бояться? Да. Что будете делать, если вам изменит девушка? Расскажите мне. Просто вторые отношения как раз закончились, наверное, этим. Я не знаю, насколько это была правда, конечно, но, в общем, мне сказали так. Все, я здесь уже все делаю, так что возврата отношений может не быть. Но я, конечно, убивался очень сильно, мне было больно. Я понял, что вы имеете в виду. Дайте еще раз. Ваша девушка вам изменяла? Нет, я не знаю этого. Я спросил вас, что вы будете делать, если вы знаете, что девушка вам изменяет?
Ну, я думаю, что... Ну, вот я был готов простить, на самом деле. То есть, когда если вам девушка изменит, вы ее, скорее всего, простите, правильно? Ну, наверное, да. А чего вы да. так убиваетесь? Не знаю. Вообще, я вам объясню, в чем ваша проблема. Не в измене. Измена влечет за собой чувство унижения и обиды. Это самые главные эмоции при неврозе. Поэтому вы должны где-то разместить этот страх. Вот он у вас размещен на первой изменах. Есть люди, которым на это наплевать. И, кстати, перестаньте сами изменять своей девушке, чтобы потом не думать о том, что она вам изменит. Потому что вы переносите свое поведение на других людей. Через пару минут мы продолжим это обсуждать. Я не рано закончил? Нормально? Неплохо закончили, но есть еще секунд 30. Если Тогда, вот слава разобраться богу, с есть, да. изменами, Да, тогда еще хочу сказать пару слов в свои 30 секунд. Люди, когда ведут себя невротически, почему невротически? А зачем изменять девушке? Не нравится вам девушка, найдите себе другую. Это-то зачем изменять? Если вы такой озабоченный, то у вас вообще отношения складываться не будут, потому что с людьми, которые изменяют, с ними вообще никто жить не хочет, по большому счету. Это такие короткие приключения. Может быть, вы ведетесь превентивно так, чтобы потом вам было не обидно за девушку. Но всего через 2 минуты мы вернемся к этому разговору. Ну, действительно, если мне изменят, то лучше уж я тогда. И Ну сразу да. первый, и унижу заодно, и как-то вот я Вам, первый. Мария, виднее, скажу вот так. Не знаю, вы так хорошо заканчиваете, что я бы это вернулась через 5 минут. Говорите, не бойтесь. Да, здрасте. Здравствуйте. Очень приятно до вас дозвонилась. Меня зовут Анна. Вот, я из города Иваново. У меня в детстве не было страхов, но вот последние несколько лет, это 3,5 года, вот у меня от онкологии умер муж. И вот уже 4 года, но у меня появился такой страх, знаете, вот на здоровье за свое и ребенка. И вот знаете, где как что кольнет, вот начинаю сразу какие-то картины рисовать, идти, проверяться. У меня уже тут вот один доктор сказал, видит, что у меня уже карточка, то одни анализы, то другие, говорит, что, вроде расслабьтесь и живите спокойно, хотя я понимаю, наверное, просто, может, времени мало прошло, но вот как-то это всегда, знаете, даже если какой-то счастливый момент наступает, я вот порадуюсь, а потом думаю, а вдруг вот что-то... За это как бы расплачиваться придется, да? Да, понимаете, не могу до конца вот на 100% такого, знаете, пустить счастье в свое сердце, скажем так. К вот как сожалению, это почувствовать российская раньше. традиция, бояться, что за все придется расплачиваться. Есть такая, очень ментальная такая особенность. А в чем ваш вопрос? Мне вопрос такой, как с этим бороться, придет ли время и... Нет, время у вас как... вышло. Время больше 2 лет, может, сказали, 4 года назад, да? в 2014 году, да, 3,5. 3,5 года. Нет, времени прошло достаточно. Я бы на вашем месте пошел к психологу, потому что вас не отпускает. А жизнь вы при этом отравляете и себе, и ребенку. И никто ничем не болеет, при этом все становятся тревожные. И, как вы правильно сказали, не получается испытать удовольствие от жизни, потому что перекрывает чувство страха, что сейчас должно что-то случиться из-за этого. Добрый вечер, Михаил. С детства каждый раз я терплю неудачи в делах. Например, несданный экзамен, неудачное собеседование, сорваны личные планы. Я непроизвольно от обиды расстраиваюсь до слез. Как в таких ситуациях сохранять внешнее спокойствие? То есть не реветь, а спокойно воспринимать сложившуюся ситуацию. Заранее спасибо за ответ, Антонина. Антонина, вам надо, я не знаю, может быть, в тетради даже записывать последствия того, что с вами происходит. Например, вы не сдали экзамен. Что дальше? Вы прошли собеседование неудачно, вас на эту работу не взяли. Что вы будете делать далее и так дальше? Потому что вы гипертрофируете, преувеличиваете свои проблемы. Скорее всего, вы перфекционистка, и вы вообще не умеете проигрывать. Это огромная проблема. Из-за зашкаливающей тревожности у вас или должно получаться, или вы просто рассыпаетесь. Естественно, не то что дежурные предложения, но правильные. Не справляетесь сами, идите к психологу. В конце концов, я считаю, что один из смыслов того, что я делаю эту программу, чтобы люди все-таки подумали о своем психическом здоровье и стали обращаться к специалистам, и не пытались сами у себя то ли гипс на ногу наложить, то ли зуб удалить. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Василий.
Очень рад, что до вас дозвонился. Я думаю, вы мне поможете. Да, Василий, пожалуйста. В наше время онкология очень сильно развита, и у меня очень знакомых много и на работе, и в семье, родственники, друзья уходят люди потихонечку от этого. И у меня развилась паранойя и ёшкин кот. Люди, в смысле, умирают от онкологии? Что значит уходят от этого? От онкологии у каждого. То есть у всего вашего окружения есть обязательно онкологическое заболевание? Да. У всех? Не у всех, но на работе. Не у всех, конечно. Но у многих есть, да? Подозрительно часто это встречаться начало. Угу. В чем вопрос? Как мне избавиться от этого? Потому что боюсь за себя. 31 год мне идти к врачу уже. Во-первых, давайте я сразу и вам отвечу, и всем людям, которые нас слушают. Во-первых, во всем мире существует очень интересная система, при которой человеку невозможно умереть от онкологии. Максимум, что он может, это на начальной стадии только почувствовать первые признаки. И сразу будет пролечен, прооперирован, протерапирован, я не знаю, все что угодно. Почему? Слушайте внимательно. Весь мир устроен следующим образом. Вы, как человек работающий, имеете страховку. Страховку платную. Другой вопрос, вы за нее платите, работодатель платит, не знаю, по-разному. Теперь, для того, чтобы вы могли купить страховку, страховая компания, слушайте внимательно, обязывает вас 1-2 раза в год проходить полную диспансеризацию. Не типа, пока флюорографию не сдадите, зарплату не дадим. Кстати, Мария, вы не застали это светлый момент советской истории? Светлое прошлое, нет. То есть, пока не будет флюорографии, зарплаты тоже не будет. Как вопрос-то стоял. Думали о людях тогда. Но Запад пошел еще дальше. Не флюорографию, а вообще все исследование. Общий анализ крови, биохимия крови, все эти флюорографии, я не знаю, гастроколоноскопию, маммографию, все, что вам приходит в голову, ни одна страховая компания не будет заключать с вами договор, если вы не предоставите результаты анализов. Более того, хотите вы или не хотите, они вас заставляют это делать минимум 1 раз в год, практически по всем параметрам. Что получается? Да, и тогда вы имеете страховку, соответственно, чем вы здоровее, тем дешевле вам страховка. Люди с хроническими заболеваниями получают страховку гораздо дороже. Теперь, когда существует такая система, она существует тотально во всей стране, для всех граждан, во многих странах мира, во всей Европе, в США, я не знаю, то получается следующая история. Даже если, не дай бог, какая-то родинка вскочила, какое-то состояние, похожее на что-то онкологическое, какие-то хрипы, какие-то кашли, все, что вы хотите. Вы больше, чем полгода-год с этим вообще не будете жить, потому что через это время вам придется идти на диспансеризацию, проходить всех врачей, сдавать все анализы и получать результаты. И все, что в результате получается, что любое заболевание улавливается на самой первой стадии, когда еще никакой угрозы не представляет. Какая-то опухоль, может быть, еще доброкачественная, ее удаляют. Какие-то шумы, с ними разбираются. Какой-то воспалительный процесс, у вас анализ крови плохой. Сразу же начинает давать следующие анализы, пока не выяснят, почему у вас такой гемоглобин и так далее. Понимаете, какое дело? В России, вы себя сами спросите, вы когда последний раз на какую нафиг диспансеризацию ходили? Мария, нас тут только 2, спросить больше некого. Когда вы были на какой-то диспансеризации? Я давненько, но у меня нет такой сложности, очень сильно бояться, что что-то происходит. Слово «давненько» это что значит? Вы мне сейчас тряхнуть стариной заставляете. Диспансеризация, пару лет назад, скажу. Вот так вот, друзья мои. Поэтому, если вы хотите спать спокойно, Мария, вас это тоже касается, хотя вид у вас здоровенький, ходите каждый год на диспансеризацию сами. У нас вряд ли будет такая система, вряд ли вы будете страховать себя, как на Западе. Сделайте это сами. Давайте попробую перефразировать. Вы советуете слушателям, или, по крайней мере, предлагаете чуть больше проявить заботу о себе и о своем здоровье. Это вообще... И относиться к этому чуть поосознанней. Вот я предлагаю, да. Но в мире это не потому, что я предлагаю. Потому что система у нас плохая, здравоохранение. У нас ее вообще давайте нету. Да нет, какое-то здравоохранение. Это, как сказать...
это как бы собака, которая должна охранять что-то, она это поедает. Вот это кхе-хе, это было бы достаточно. Я курил по поводу, да. Вот какая у нас система здравоохранения. Так вот, во всем мире вам не надо об этом думать, потому что вы хотите купить страховку. Страховка — признак вашего материального благополучия и так далее. Поэтому все тупо ходят на диспансеризацию. И если вы не ходите на диспансеризацию, можно запустить любое заболевание. Онкологическое, кардиологическое. Все, что вам придет в голову, можно запустить все, включая сифилис и гонорею. Если вы ходите на диспансеризацию, то вам это просто не грозит. Потому что на первой стадии, ну и не только на первой стадии лечится заболевание, и на последних стадиях, но на первой это даже трудно назвать лечением. Легкая терапия, и вы опять в строю. Поэтому, если вы говорите, почему вокруг меня столько людей, потому что вот так они относятся к здоровью. А что я про других говорю? Я сам курил 37 лет. На что я рассчитывал, куря 37 лет? Вы думаете, это пропаганда вреда курения? Нет. Мне в результате стенд поставили. А если бы я проходил диспансеризацию, никакого бы стента не было. Мне бы сказали: Михаил, у вас сужение сосудов 40%. Ну, хотите, сдохните, хотите, перестаньте курить. Я дождался, когда артерия сузилась там до 70-80%. После этого поставил стенд, правда, после этого все нормально опять. Короче, все в ваших руках. Здравствуйте, я очень боюсь оставаться одна дома ночью. Не люблю одна ночевать, чем это может быть связано и как бороться. Ну, такие страхи есть у детей маленьких. Дети просят им свет оставить или не закрывать плотно дверь. Если дети пережили какие-то психотравмы, испугались, там, кричали, мама рядом не было, это может зафиксироваться и дальше проследовать, когда вы уже взрослый человек. Вам надо, многие, знаете, свет включают, музыку. Знаете, есть миллионы людей, которые вообще засыпают обязательно при включенных гаджетах, ну, телевизор или радио, потому что фон должен их отвлечь от этих страшных мыслей. И они как бы, когда фоном там телевизор играет или радио играет, они как бы не чувствуют, что они одни. Опять придется к психологу. Как избавиться от ксенофобии, спрашивает Антон. Не в политическом, боясь чужих и незнакомых. Из-за этой фобии трудности в личной жизни, боюсь знакомиться в работе, быстро соглашаясь даже невыгодные условия, либо меньше контактировать с незнакомыми людьми. То есть Антон ксенофобией называет вообще всех людей. Ну, скорее социофобия тогда. Ну, это но это ксена, в этом прикольно. Ксена как народный, как он как бы боится народ, как людей. Такой people-фобия. Во-первых, надо разобраться с причиной, Антон. Видимо, вы могли попасть в детстве в какую-то толпу, в какой-то сгусток народонаселения и там испугаться. Я опять же рекомендую вам психологу. Меня и сестру вырастили в страхе. Это я, по-моему, читал, кстати. Елена, 22 года. Боюсь не выйти замуж после расставания с молодым человеком. Нет сил на общение с молодыми людьми. Я в апатии. Как посоветовать из этого выбраться и заглушить страх? Во-первых, спросить себя, что я так боюсь, если не выйду замуж, то что? Я вот никогда не выйду замуж. Я же не парюсь из-за этого. В крайнем случае могу только жениться. Добрый вечер, Михаил. После 20 лет стали часто сниться сны, что я умираю и во сне испытываю ужасные эмоции по этому поводу. Просыпаясь в рыданиях от осознания, что больше не вижу этот прекрасный мир, это неосознанный страх смерти, думал над этим. Осознанно этого страха вроде бы нет или что-то иное, Марина. Ну, у Фрейда есть такая книга «Толкование сновидений», где он очень интересно описывает, что означает тот или иной сон. Можете почитать. Это лучше, чем читать сонники точно. Теперь, очень интересная история страха смерти у людей. Слушайте внимательно. Люди, которые прожили счастливую жизнь или живут счастливую жизнь, неважно, сколько им лет, они, например, молоды, да? Они очень спокойно отпускают жизнь, потому что она у них хорошая. Люди, которые плохо живут, очень цепляются за жизнь. Почему? Потому что они никогда не были счастливы, они всю жизнь страдали. И они не готовы к смерти, потому что они всегда думали, что будет еще что-то такое, когда они будут чувствовать себя по-другому. Этого не происходит, а тут еще кому-то умирать приходится. И это страшно. Для людей, которые прожили хорошую жизнь, для себя хорошую, не в смысле там праведную, неправедную, счастливую, у них совершенно другое отношение к смерти. Они ее не боятся,
и относятся к ней спокойно, потому что они и так хорошо живут. Это очень интересно даже с точки зрения философии, не только психологии и истории. А в детстве сильно покусала собака. Прошло уже 20 лет, и до сих пор боюсь собак, ничего не могу поделать. При близком нахождении крупных или уличных собак встаю в ступор. Вот уж так 30 лет, как я боюсь собак. Михаил, добрый вечер. Мой муж по образованию врач-нейрохирург, но работает много лет совсем в иной сфере 3D-визуализации. Однако очень боится больниц, болезней, незнакомых врачей, приема лекарств на фоне работы врачом. Каждый раз, когда что-то незначительное кольнет переживание, как ему бороться с этими страхами? Ну, хочется поржать и сказать, идти к врачу, но он их боится. Вообще интересно для нейрохирурга, конечно, фобия. Вы спрашиваете, что делать с аэрофобией. Вы знаете, есть целая компания, это мой знакомый Леша Герваш, называется «Летаем без страха». Вот их реклама висит, например, в Домодедово, я видел в аэропорту, что может даже перед полетом зайти там на полчаса. А с Лешей как-то мы разговаривали, тут, кстати, и собака вспомнилась. И он говорит, я, говорит, не люблю, не занимаюсь там этим психоанализом, не копаюсь в детских психотравмах, почему, да что. Вот есть человек, боится собак, длинный коридор, 100 метров. С одной стороны, этот пострадавший покусный, 100 метров от него инструктор с собакой на поводке в наморднике. И они сближаются. Потом он гладит собаку, потом ей снимают намордник. И потом ее снимает с ошейника. Все. Следующий, пожалуйста. Здорово. Добрый вечер. Вот тебе и добрый вечер. Есть такой странный страх перед существами, которые слабее тебя. Есть детский тест, где ребенка просят рисовать несуществующие животные. Ну и дети обычные, когда у них страхи перед тем, что сильнее их. Они таких страшных монстров рисуют с клыками, зубами, когтями, щетиной, иголками и так далее. И вдруг оказывается, что такие глаза огромные от ужаса, а это маленькое существо. Я помню свой страх и перед таким существом, и помню, с чем он был связан. Кошка где-то такая маленькая помирала прямо на моих глазах, мне было лет 6, наверное, где-то в подъезде. Вот. И я испугался. То есть понятно, что она маленькая, что она сейчас помрет. Вот страх перед тем, что слабее тебя, это не такой частый, но он, к сожалению, бывает. Например, как взрослый боится ребенка на руки взять. Такие вещи. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Алло, это я что ли, да? Это хороший вопрос. Философский даже в каком-то смысле. Я просто долго дозваниваюсь. Здравствуйте, меня Денис зовут. Да, Денис. Мне 35 лет, и у меня такой страх, в принципе, он прозвучал, это страх перед отношениями. То есть, секс на 1-2 раза проблемы нет, а дальше начинается вот то, что я как-то ухожу. А вы с кем-то жили когда-нибудь? Нет, никогда. А сколько вам лет? 35. 35. Могли бы уже и пожить 35 годам. Так и не получилось. А может, вы попробуете? Это хотя бы меня... отдыхать вы ездили с кем-нибудь на недельку? Только с друзьями. А с девушкой? Нет. Нет. У вас есть какие-то отношения сейчас? Сейчас нет, я кое-как вышел из прошлых, потому что у меня какая-то привязанность была. Почему я позвонил, то что последнего года меня не интересовало это все. Но повстречался человек, когда увидел, вот все мое, понял, да? Угу. И все сначала начиналось, даже было больше, чем обычно, не 1-2 раза, да, в течение пару месяцев, 3 месяца примерно, да. А потом у меня какие-то внутренние страхи, да, что дальше я не смогу. И у вас ключевое слово привязанность, я услышал. Вы боитесь этого, да? Привязанность у нас формировалась потом, это вторая часть истории просто. У нас просто меньше, чем полминуты. Да, сейчас просто быстро тебе договорю. И все отошло, да, потом через пару месяцев я что-то как-то написал СМС, да, встретились, и ко мне сказали, что там уже встречаются, да, и предложили дружбу. Я, дурак, согласился. Эту дружбу я протерпел месяц, да, а потом Понимаете, нет, у нас, к сожалению, сейчас времени на это не хватит.
Просто есть люди, которые боятся отношений и соскакивают. Вот такой герой, например, был по фамилии Лукашин в фильме «С легким паром». Что, мои друзья, я вам хочу сказать. Не надо жить со страхами. От страхов надо избавляться. Ходите к психологу с тяжелыми фобиями, может быть, и к психоневрологу. Да, господину Лукашину еще от мамы надо было съехать. Кстати, да. Вот. Кстати, убивает все страхи сразу.